Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю смастерить вот такую рамочку для фотографий. Конечно, эту рамочку можно использовать не только для фотографий, но и для картин, для вышивки, для вышитых картин. Также оформить их, вязать ее очень просто, быстро, так как используем толстые нитки. Я сделала ее из бумажной рафии, но также можно использовать и джут, и толстую хлопковую нить какую-то, шнурок. Это уже на усмотрение мастера. Размер такой рамки у меня получился вот по внутреннему краю рамочки 15,5 сантиметров, а полный размер 30 сантиметров, 29,5. По ширине внутренний размер 10 сантиметров, а по крайним точкам 20 сантиметров. Ну, мы делаем каждый свой размер под подходящую фотографию, какую мы хотим вставить в эту рамочку. С обратной стороны я обклеила мешковиной, вот такой рогожкой, сделала подвес. Ну, в этом видео мы с вами все подробно разберем. Сверху кармашек, в который вставляется фотография. Если вам понравилась такая рамочка, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно, это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжите вместе со мной, мастерите. Итак, нам понадобится красивая фотография, бумага для трафарета, ножницы, карандаш, клей, толстый картон гофрированный для самой рамочки, линейка, если что-то померить нужно будет. Ну и, конечно же, нитки. Берем грубые нитки, можно взять джут, рафию, какой-то хлопок толстый, чтобы рамочка смотрелась стильно. И подбираем соответствующий под нитки крючок. Для начала нам нужно сделать шаблон рамочки. Как его делать просто и легко. Давайте сейчас с вами вместе сделаем. Берем размер фотографии, какой нам нужен. Ну, примерно вот так будет. Рисуем овал. Нужной формы. Все делаем на глазок. Сейчас все мы выровняем. Сворачиваем на 4 части. Так. И вот по этой линии нам сейчас нужно будет вырезать нашу рамочку. Какой шириной хотим сделать рамку, это уже также произвольно. У меня примерно 12 миллиметров. Можно сделать покруглее, поострее края. Так, вот наш трафаретик. Сейчас нам нужно будет перевести на картон. Давайте померим, как рамочка будет подходить к фотографии. Да, хороший размер, и я его так и оставлю. Сейчас нам нужно вырезать две детали: саму рамку и заднюю часть. Сейчас перерисуем на картон аккуратненько.
две детали у нас готовы. Заднюю стенку мы пока отложим. И сейчас приступим к самому интересному, к обвязыванию рамочки. Подбираем подходящую нить по цвету к фотографии. Мне кажется, хорошо было бы и джутом обвязать. Ну, наверное, все-таки возьму вот такую рафию папирус. Красивое будет сочетание. В составе этой нитки 100% целлюлоза. В 50 граммах 40 метров. Итак, прикрепляем ниточку. Так, и приступаем к провязыванию. Я буду использовать крючок 3,5 миллиметра. Все, подхватили нить, у нас петля на крючке. Обвиваем рамочку, сильно не тянем, не гнем рамку, чтобы она у нас держала форму. Вот эти навивы делаем ровненько, параллельно друг к другу. Накинули на крючок снизу вверх и возвращаем ниточку обратно. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через 2 петли на крючке. Все ниточки потом мы сдвинем. Возвращаем. С задней стороны опять рамочку обхватываем. Сделали опять навив. Накинули на крючок снизу вверх. Возвращаем. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через 2 петли на крючке. Возвращаем через заднюю наперед, накидываем на крючок, 2 петли на крючке, возвращаем, подхватываем рабочую нить и протягиваем. Вот. Потом можно все будет сдвинуть аккуратненько. Давайте еще раз делаем навив на рамочку, на крючок накидываем, возвращаем вверх, поближе к крючку, подхватываем рабочую нить и протягиваем через 2 петли. Еще раз перекидываем на крючок, возвращаем, подхватили рабочую нить и протягиваем. Так, не спехом, аккуратненько нам нужно обвязать всю рамочку. Особо туго не делаем эти петли. Можно взять крючок на пол номера потолще, чтобы следующий ряд было вязать легче. Давайте продолжим самостоятельно, дойдем до конца и встретимся. Я начала обматывать рамочку с середины боковой стороны. Итак, мы обвязали нашу рамочку, дошли к концу ряда и делаем соединительный столбик в первую петлю. Вот что у нас получается. Рамочка такая жесткая, но можно будет еще потом промазать клеем ПВА, чтобы она была еще понадежнее, покрепче, не сломалась. Так, вяжем второй ряд. Делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, арочка, пропускаем столбик и в следующий столбик без накида. Так, 3 воздушные, 1, 2, 3, пропускаем столбик в следующий столбик без накида. Так, вяжем по кругу, обвязываем арочками из 3 воздушных петель аккуратненько и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 3 воздушных
и соединяем в начало ряда соединительной петлей. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. Но для начала давайте отметим маркерами верхнюю арку, вот центральную находим. Отметили верхнюю арку, отсчитываем одинаковое количество и также отмечаем маркером и арочку на противоположной стороне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У меня между этими арками получилось 19 арочек. 19 с одной стороны и 19 с другой. Всего 40 арок. Но у всех свой размер, свое количество таких петелек. Просто будем рассчитывать уже по ходу и по месту. Так. Ну и давайте центральную арочку также отметим на боковой стороне. Ну а соответственно на второй стороне. Итак, вяжем третий ряд. Следующую арку провязываем 3 столбика без накида. Рисунок может быть произвольный, я тут придумываю на ходу, поэтому тут экспромт полный, поэтому каждый может свой рисунок приспособить под такую рамочку. Чем и нравятся мне такие проекты, что здесь можно фантазии развернуться на полную силу. Так, в следующую арку также 3 столбика без накида. Так, провязали. И в следующую арочку 1 столбик. Это у нас начало ряда. Ну, тут заметно, не надо отмечать. Я думаю, что мы не промахнемся. Накид. Теперь следующий столбик без накида между двух арок провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и еще 1 столбик с накидом сюда же в эту арку. Такая галочка у нас. Столбик без накида. В следующую арку столбик без накида. Плетем с вами узоры. Так, в следующий столбик такая же галочка, столбик с накидом, 1 воздушная петля и еще 1 столбик с накидом сюда же, в этот же столбик. Так, в следующую арку столбик без накида. В следующий столбик также галочка. Первый столбик с накидом, 1 воздушная петля и еще второй столбик с накидом сюда же, в этот столбик. Столбик без накида в следующую арку. В следующий столбик без накида такая же галочка идет из 2 столбиков с накидом посередине. Арка из 1 воздушной петли. Второй столбик провязываю, столбик с накидом. Вот такие галочки у нас с арочками. Так, столбик без накида следующую арку и еще 1 галочка в следующий столбик без накида. Первый столбик с накидом, воздушная петля и второй столбик с накидом.
Итого у нас 1, 2, 3, 4, 5 галочек я сделала. Так, в следующую арку столбик. Маркер убираем уже. Без накида. И теперь верхнюю центральную арочку, или она будет нижняя у нас, посмотрим потом, что получится. Провязываем столбик с накидом уже в саму арку, не в столбик, а в арочку. Теперь столбик с 2 накидами. Три воздушные петли арка. Столбик с 2 накидами. И столбик с накидом сюда же, в эту арку. Столбик без накида в следующую арку. Вот что у нас получается. Вот такой мысик наверху. Так, в следующий столбик галочка из 2 столбиков с накидом. Первый столбик, воздушная петля и второй столбик. Столбик без накида в арку. Так, следующий столбик также галочка. Первый столбик с накидом. Воздушная петля. Второй столбик. Это у нас уже вторая галочка после макушечки. Так, столбик без накида в следующую арку. И теперь следующий столбик без накида делаем галочку, но до конца ее не провязываем. Сделали один столбик с накидом. Сейчас развернемся, обвяжем еще здесь, надстроим комбинацию. И когда вернемся, уже продолжим вязать по рисунку. Итак, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем. И в арку на галочке провязываем столбик без накида. Вот такая арочка. Снова 3 воздушные. 1, 2, 3. На следующей галочке столбик без накида. Накид. Следующие 2 столбика провязываем по столбику с накидом. Нитка шуршит, маркеры гремят, работа кипит. Так, второй столбик, следующий столбик. И верхнюю арочку из 3 воздушных провязываем столбик с накидом. Так, что-то у меня тут узелочек, сейчас я развяжу. Провязали один столбик с накидом, второй сюда же в эту арку, 3 воздушные. 1, 2, 3. И еще 2 столбика сюда же в эту арку. И в следующие 2 столбика также по столбику с накидом.
Так. Далее столбик без накида в арочку на галочке. Три воздушные петли арка. Вяжем симметрично второй стороне. Из ниток, конечно, легче было вязать, чем из рафии. Так, следующую арку столбик без накида на галочке. Еще одна арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. В следующую арку на галочке столбик без накида и разворачиваем на лицевую сторону. Так, в арку из 3 петель провязываем первый столбик, второй, и теперь столбик в столбик. Так, 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в этот же столбик, куда мы провязывали последний столбик без накида, давайте сделаем соединительную петлю просто. Не столбик без накида, а соединительная. Нитки потому что толстые. Так, вот такое ушко у нас из 6 воздушных. И еще раз 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, и сюда же делаем соединительный столбик в этот же столбик. Второе ушко у нас, как у зайчиков. Так, соединили. Вот такие 2 ушка. Следующую арочку вяжем один, 2, 3. И еще один столбик. 3, третий столбик без накида. Переходим вот к 4 столбикам и в каждый из них провязываем по столбику без накида. Один столбик мы пропустили без накида, чтобы здесь у нас уголочек образовался. Так, провязали в эти 4 столбика с накидом по столбику без накида. Переходим к арке и в нее провязываем столбик без накида. Давайте сделаем 2 воздушные. Большую петлю мы здесь не будем делать. И еще столбик без накида сюда же, в эту арочку. Так, мы ее потом оттянем, будет остренький уголочек. Так, и симметрично первой стороне также вяжем 4 столбика, потом в арку 3 столбика, делаем ушко из 2 арочек и 6 воздушных петель, и в следующую арку провязываем также столбики без накида. Давайте вот эту сторону довяжем и встретимся вот в этом месте. Вяжем симметрично первой стороне. Итак, провязали 2 столбика в арку, и сейчас нам нужно доделать галочку, которую мы не довязали перед разворотом. Итак, накид, и
в столбик без накида, куда мы провязывали столбик с накидом, делаем второй столбик с накидом. Доделываем галочку. Так, ушки расправим, потом все оттянем. В следующую арку столбик без накида. В следующий столбик без накида вяжем такую же галочку из 2 столбиков с накидом. Первый столбик с накидом, 1 воздушная петля, накид, и второй столбик с накидом сюда же, в этот столбик. Столбик без накида в следующую арку. И снова делаем галочку в следующий столбик без накида. Первый столбик с накидом. Так. Провязали, 1 воздушная петля и второй столбик с накидом сюда же. Вот так. Так, в следующие 1, 2, 3, следующие 3 арки по 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. В следующую арку также 3 столбика без накида. Может быть, у вас не 3 арки здесь будет. Тут уже сами рассчитываем. Сейчас подойдем к центральной арке на боковой стороне. Здесь, может быть, у вас и 4 арки останется, и 5, и 2. Тут уже все по месту решаем. Так, а здесь сколько? 1, 2, 3. В следующую 3. Так. И теперь смотрим. Вот у нас центральная арочка, и перед ней осталась 1 арка. Вот в эту, в последнюю арку перед центральной провязываем 2 столбика. Подошли к центральной арочке на боковой стороне. Все, маркер можно открепить. И теперь в эту арку, так, накид, провязываем столбик с накидом первый, сюда же второй, две воздушные петли и еще 2 столбика с накидом сюда же в эту центральную арку сбоку. В следующую арочку 2 столбика, без накида. В следующую 3 столбика без накида. Вот так. Так мы украсили боковую сторону. Симметрично этой стороне арку найдем. Сейчас также маркером я ее отмечу. И также здесь будем провязывать 4 столбика с накидом. Сейчас я отсчитаю сразу и помечу маркером. Итак, нашла серединку второй стороны и также отметила ее маркером. Продолжаем обвязывать. Мы сделали после серединки в первую арочку 2 столбика, сюда 3, может быть другое количество
арочек. Как нам рассчитать, сколько арок нам нужно оставить для оформления вот острого края? Итак, вот средняя арка, нижняя, ну или верхняя она будет, посмотрим потом, как будет рамочка лучше смотреться. И от центральной арки отступаем 1, 2, 3, 4 арочки. Их мы оставляем для вывязывания узора. Вот 4 арки. И в эти 1, 2, 3 у меня осталось, вот в эти 3 арочки я провяжу еще по 3 столбика. Значит, до центральной арки оставляем 4 арочки на узор. Так, вяжем пока по 3 столбика в следующие 3 арки. По 3 столбика без накида. Обвязали. Итого, вот центральная арка. 1, 2, 3, 4, 5 арок мы от нее уже отступили. Так, и теперь провязываем уже острый уголочек у нас здесь. Итак, в следующую арку вяжем столбик без накида. Накид. В эту же арку провязываем полустолбик с накидом. 3 петли на крючке, закрываем за один прием. Провязали полустолбик, накид, и сюда же в эту арку вяжем столбик с накидом. Провязали 3 воздушные петли арка. 1, 2, 3. И в следующую арочку теперь вяжем столбики в обратном направлении. Вначале столбик с накидом, теперь полустолбик с накидом сюда же в эту арку и столбик без накида сюда же в эту арку. 3 столбика разной высоты. В следующую арку столбик без накида, три воздушные петли, 1, 2, 3, накид. И в следующую арку, она у нас последняя перед центральной, провязываем 2 столбика с накидом. Первый, накид, и сюда же в эту арку второй столбик. Следующая арочка у нас центральная. Все, маркер мы снимаем, удаляем. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, и в центральную арку делаем столбик без накида, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, и еще один столбик без накида сюда же в эту арку. Две воздушные. В следующую арку столбик с накидом. Пока вяжем 1 столбик. Второй мы провяжем, когда вернемся. 2 воздушные петли, 1, 2, разворачиваем, и вот у нас арочка, и из 5 воздушных в нее провязываем столбик без накида. Три воздушные, 1, 2, 3. В эту же арку из 5 воздушных столбик без накида, 2 воздушные, 1, 2, пропускаем арку из 2 петель и в следующий столбик с накидом соединительный столбик. Соединили, разворачиваем, в арочку из 2 петель обвязываем, провязываем 3 столбика без накида, вот верхняя центральная арка, в нее делаем столбик без накида, далее полустолбик
с накидом. Теперь столбик с накидом. Две воздушные петли, арка. И сюда же в эту арку, в центральную, провязываем столбик с накидом в обратном направлении. Накид, полустолбик с накидом и столбик без накида. Это у нас уголочек. Потом за арочку все оттянем, и будет у нас мысик острый. В следующую арку из 2 петель 3 столбика без накида. Также обвязываем арку. Такой у нас мысик. Так. И теперь в следующую арку, куда мы провязывали первый столбик с накидом, вяжем второй столбик с накидом. Так. Сейчас еще раз. Вот так. И симметрично этой стороне также вяжем 3 воздушные петли. Так, 1. Вяжу туго и сама от этого страдаю. Провязали 3 петли, столбик без накида в следующую арку. В следующую арку вяжем 3 столбика разной высоты. Первый столбик, столбик без накида. Теперь полустолбик с накидом и столбик с накидом. Три воздушные петли, арочка, 1, 2, 3. В следующую арку вяжем также 3 столбика разной высоты с накидом, полустолбик, столбик без накида. И в следующие 4 арки 1, 2, 3, 4 по 3 столбика без накида. И в арочку перед центральной провязываем 2 столбика без накида. В центральную арку вяжем такой же вот мысик из 4 столбиков с накидом, и посередине арка из 2 воздушных. В следующую арку за центральные 2 столбика без накида и соединяем вершину вот первого столбика без накида в начало ряда соединительной петлей. Все, давайте довяжем эту сторону самостоятельно, симметрично этому краю, и встретимся. Итак, подошли к концу ряда, сделали соединительный столбик, закрепляем и отрезаем. Все, сейчас прячем хвостик нитки. Нам нужно расправить вот так каждый мысик, каждую арочку, оттягиваем, придаем красивую форму нашей рамочки. Ушки. Если изделие получается мягким, то можно покрыть клеем ПВА или крахмалом, придать жесткость. Но у меня такие нитки, вот они хорошо держат форму. Я, наверное, не буду. Можно лаком покрыть, но это уже на усмотрение. Покрываем лаком и аккуратненько расправляем, если что-то вдруг сбилось в процессе работы. Сейчас прячу хвостик нитки.
Так, сейчас нам нужно сделать заднюю стенку. Мы уже вырезали основу. И чтобы она была красивой, эту сторону нам не обязательно украшать, а заднюю вот можно как-то и украсить, замаскировать картон. У меня есть вот такие отрезки рогожки, можно наклеить, можно сделать также, вот у меня салфеточки красивые, зелененькие, обклеить картонку и салфеточками. Посмотрите, какая красота получится. И вот это красивое будет. Все красивые. Сейчас выберу какие-то салфеточки. Может быть, рогожкой. Сейчас подумаю еще. Также есть специальный картон для скраббукинга. Он двухсторонний. Вот с этой стороны в клеточку, с этой стороны цветочки. Такой розовый. Ну, у нас у рукодельниц чего только нету в наличии. Тут под дерево, зелененький. Все красивые. Так, ну-ка, если вот этот в клеточку. У меня в последнее время как-то клеточка больше всего. О, посмотрите, какая красота будет, да? Такую рамочку можно будет и подарить. Это тогда уберу пока. Видите, как красиво. Все, обклеиваем картонку. И потом нам нужно еще будет сделать петлю, чтобы рамочку можно было прикрепить к стене. Есть вот такие специальные петли для картин. Они прикручиваются на шурупчики, но у нас тоненькая картоночка, поэтому можно просто пришить как пуговичку вот за эти отверстия. Есть вот такие колечки. Помните, раньше были такие кольца для пришивания к ковру, чтобы ковры на стену вешать. Вот так какое-то колечко у меня тоже. Ну, также пришиваем к картонке, и чтобы можно было повесить на стену. И потом проводим полосочку клея уже момента. ПВА, наверное, здесь не подойдет. И присоединяем к рамочке, к самой. И оставляем кармашек, чтобы можно было вставить фотографию. Вот это все-таки будет верх у меня, где ушки, а вот это нижняя часть. Мне кажется, так симпатичнее будет. Поэтому проклеиваем картонку, половинку вот с этой стороны. Да, вот так сделаем. Ну, вот такая рамочка для фотографии у нас с вами получилась. Сделала заднюю сторону, прикрепила подвес. Мне кажется, такая рамочка украсит любой интерьер, станет хорошим подарком родным и близким. Как видите, вязать ее очень просто, быстро, так как нитка толстая. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!